Привет, с вами Алиса. Сегодня я пришла в одно из самых популярных суши-мест в Бангкоке. Это ресторан Суши-Ро. Сюда всегда огромная очередь. Иногда приходится ждать час, а то и два, чтобы просто попасть вовнутрь. Но поверьте, это место того стоит. Свежайшие роллы, суши, огромный выбор и, конечно, их фирменная конвейерная лента, которая везет еду прямо к вашему столу. Сегодня я покажу вам, как тут все устроено, что я попробую и почему Суши-Ро – это одно из самых атмосферных и вкусных мест своего формата. Первое, что ощущаешь, когда попадаешь в Суши-Ро, это невероятное движение. Вдоль всех столов идет огромная конвейерная лента с маленькими тарелочками роллов и суши. И ты не просто сидишь и скучно ждешь официанта, ты как будто на рыбалке. Ты смотришь, что плывет мимо, высматриваешь самый аппетитный кусочек, либо самую вкусную тарелочку, и когда она подъезжает, ловишь ее как трофей. И это невероятно азартно и даже немного захватывает, потому что каждая тарелочка как маленький улов, как маленькая победа. И в этом весь кайф Суши-Ро. Ты не просто ешь, ты охотишься за вкусами. В Суши-Ро есть два способа выбирать еду. Можно просто брать тарелочки с конвейерной ленты, а можно заказывать через планшет. И вот это прям отдельный кайф. Планшет здесь очень удобный. Он работает на 4 языках. Японский, корейский, китайский, английский. То есть даже если вы не говорите и на тайском, у вас не возникнет проблем вообще никаких. Плюс в меню красочные картинки. А также меню делится на 2 части. И есть позиции, которые представлены постоянно, такие базовые хиты, которые любят все. А есть сезонные блюда и новинки. И вот эти сезонные позиции обновляются регулярно. Иногда что-то появляется только на месяц или даже на пару недель, а иногда дольше. И это добавляет азарт, потому что всегда хочется успеть все попробовать, пока это не исчезло из меню. И самое интересное, когда вы что-то заказываете через планшет, ваше блюдо проезжает по верхней скоростной дорожке, как маленький поезд-экспресс, который прилетает прямо к вашему столику. Это очень эффектно и удобно. Но самое интересное здесь – это система цветных тарелочек. И у каждого цвета своя цена – 40, 60, 80 или 100 бат. Это такие базовые уровни тарелочек. Есть еще, конечно, несколько блюд, которые идут по отдельной цене. Например, премиальные позиции, супы, либо десерты. И они обычно отмечены в меню. Честно говоря, все классические суши я уже пробовала и здесь, и в других местах. Да, они очень вкусные, но мне уже не так интересно, и поэтому сегодня я решила взять то, что люблю больше всего. Это суши с красной рыбкой и луковой шапочкой. Вот это мои фавориты. Тарелочка серебристая, значит, стоит 60 бат. И да, я беру сразу несколько тарелочек, потому что именно этот вкус мне заходит лучше всего. Мой вкус, вот эти нигири самые вкусные. Красная рыбка с луком. Но мне нравится поливать сверху соевым соусом. Я уже вот так вот полила чуть-чуть, чтобы промариновать лучок. И немножечко, так, наверное, не принято делать, но очень вкусно. Бульончик или водичку с гингера. Это имбирь. Она немножечко кисленькая, похожа на уксус. И получается прям, вот знаете, как наша маринованная рыбка, которую мы сейчас вот подготовим и отправим на мангал. Очень вкусно. Давайте пробуем. Но сначала немножечко васаби. Еще вот один секретик вам сейчас покажу. Васаби. Васаби вкуснее всего подсовывать под рыбку. Между рыбкой и рисиком. Так вкуснее всего получается. Она тогда и не на язык попадает, не так это остро. И вкус раскрывается во время еды.
Мой муж всегда шутит, что эти суши похожи на кусочек рыбы, который будто бы замариновали под шашлык, и вот-вот должны его положить на мангал, но передумали и подали в виде суши. Это забавно, и он каждый раз это говорит, но все равно ест их вместе со мной. Значит, все-таки вкусно. Кстати, про напитки. Здесь можно заказать что-то через планшет. Чай, десерты, пиво, газировки. Но есть одна классная фишка, о которой многие сначала даже не догадываются, потому что она не очевидна. В Суширо дают бесплатный зеленый чай, и он с бесконечным рефилом. То есть на столе стоит маленькая баночка с чайной пудрой. Вы просто добавляете ее немного в кружку, и рядом встроенный краник с горячей водой. Нажимаешь и себе наливаешь новый чай сколько хочешь. Это очень удобно, особенно когда ешь суши. И главное, чай действительно вкусный. Он мягкий, ароматный, не водянистый. То есть, если хочется что-то теплое, можно пить такой чай весь вечер бесплатно. Но что мне особенно понравилось в Суширо, это то, что ты приходишь, садишься за стол, и у тебя сразу начинается аттракцион. То есть нет вот этого грустного момента, когда ты сидишь голодный, ждешь официанта, пока он примет заказ, а потом еще сколько-то ждешь само блюдо. Это очень скучно и постоянно раздражает. Здесь же все иначе. Ты садишься, и у тебя сразу начинается охота за тарелочками. Смотришь, что едет мимо, выбираешь, ловишь, и уже через пару секунд у тебя во рту первая порция. То есть даже если ты пришел очень голодный, и ты не ждешь вообще, ты начинаешь кушать буквально сразу. Вот если человек кушает роллы вот так, значит ему вкусно. И еще один момент, который меня очень сильно удивил, в приятном смысле, это все блюда, которые едут к другим столикам. Это, по сути, бесплатная реклама. Иногда ты смотришь в меню, видишь какое-то блюдо, видишь картинку, но не понимаешь, понравится оно тебе, не понравится, вкусное оно, или, может быть, оно не подойдет тебе. То тут ты можешь спокойно увидеть, как какое-то блюдо проплывает на тарелочке мимо тебя, ты можешь его рассмотреть вживую и уже решить, хочешь ты его попробовать или нет. И я скажу, что это очень классная фишка. Лента работает как шоу, как просмотр каталога в реальном времени. И, конечно, от этого весь процесс становится еще интереснее. Вот эта рыбка мне совсем не понравилась. Пожалуй, единственная позиция, которая мне не понравилась. Она маленькая, выглядит вкусно, но внутри она горькая, потому что не потрошенная. Все остальное, все, что пробовала, было вкусно. И еще одна классная фишка, которую любят буквально все посетители, это собирать у себя на столе башню из тарелочек. Каждый раз, когда берешь новую порцию, тарелочка остается у тебя, ее не забирает официант. И к концу ужина получается целая разноцветная стопка тарелочек. Серебряные, красные, черные, золотые. Некоторые делают это прям игрой. Кто соберет выше или у кого красивее градиент. Все это фотографируют, и всем это очень интересно и забавно. Но когда вы заканчиваете кушать, вы вызываете через планшет официанта, он приходит и с таким прибором считывает количество тарелочек на столе по цветам. Он смотрит, сколько серебряных, сколько красных, черных тарелочек, и уже по ним выставляет счет. Поэтому, когда вы вызываете официанта, тарелочки нужно составить по цветам. Это быстро, удобно и визуально очень прикольно. И ты прям видишь, сколько ты съел, и на какую сумму тоже ты примерно понимаешь заранее. Мне нравится, что несмотря на толпы и популярность, здесь очень приятная атмосфера. Каждого нового гостя вся команда дружно приветствует, и это реально прям эффект вау. Ты постоянно слышишь эти приветствия, звуки вновь созданного заказа, тарелочек, которые катаются по ленте. Получается шумно, весело, но при этом очень движово, озорно и тепло. Все что-то выбирают, смеются, обсуждают тарелочки, спорят, какая вкусней, что-то понравилось, не понравилось. Но в этом и есть какой-то невероятный, живой и радостный вайб. И каждый раз, когда я прихожу сюда, уходить реально не хочется. Настолько эта атмосфера заряжает энергией и хорошим настроением.
И знаете, пока я наслаждаюсь этими тарелочками, у меня возникает вопрос, зашло бы такое заведение в России или все-таки нет? И вот, честно говоря, у меня нет однозначного ответа. Даже не знаю. Заведение реально охрененное. Просто вот восторг, признание и бесконечная моя любовь. Но когда я первый раз попробовала это как русское, непривычное к такой еде, мне вообще не зашло. Прям все показалось невкусным, и мы ушли голодными. И я просто не поняла, почему тут столько людей, в чем фишка этого заведения. На русский вкус отличается, это факт. Сейчас я стала есть больше свежей рыбы, и я очень ее полюбила. И здесь она действительно прекрасная, сочная, нежная, свежая. Это не та рыба, которую вы покупаете на рынках. Именно эту рыбу можно есть сырой. Поэтому вопрос в том, зашел бы такой формат в России или нет, для меня остается открытым. Но вот в Азии однозначно да. Здесь все просто тащатся от суши-ро, и это ощущается с первого взгляда из каждой тарелочки. В последнее время мы ходим в этот ресторанчик регулярно. И знаете, тут тоже можно покушать на большой счет. Ну, например, на двоих там на 1800 бат, даже на 2000 бат. Но когда ты уже знаешь все позиции, попробовал все вкусы, тут можно кушать очень экономно. Я в последнее время заказываю 3 порции тарелочек с красной рыбкой, с луком. Они стоят по 60 бат. И зеленый чай. Ну, чай тут бесплатный, пополняемый. Итого вот мой личный счет получается 180 бат. Ну, как бы это очень бюджетно. Плюс я заметила, что суши-ро всегда находятся в самых топовых локациях, где больше всего молодежи, больше всего людей. То есть это локации дорогие, наверняка тут очень дорогая арендная ставка. И вот знаете, не так давно буквально открылся новый торговый центр One Bangkok. В него заехали так называемые якорные арендаторы, и в том числе суши-ро. И вот сейчас уже спустя буквально меньше года, спустя несколько месяцев, тут толпа народу. Полная посадка, и это, конечно, очень мощно. Еще что меня впечатлило, ресторан Суши-ро занимает, ну, не такую прям большую площадь. Я не знаю, сколько тут квадратов, ну, допустим, 100 квадратов вместе с кухней. Но тут где-то 50 посадочных столов, это очень много. Я заметила, что тут каждый квадратный метр используется с пользой. То есть нет ни одного кусочка площади, которая бы пустовала или была как-то бесполезна и не использована. То есть есть чему поучиться однозначно. Попробуй размести вот в таком зале, достаточно небольшом, столько столов, и чтобы не было толпы, духоты. То есть это очень классно организовано, за это прям очень жирный лайк. И еще один классный момент, который тоже я заметила. Тут кухня с персоналом, где готовят еду, она как бы изолирована, находится за стеклом, за общим залом, но тем не менее ты можешь наблюдать, что там происходит, как готовится твоя еда, и это тоже достойно уважения. Очень часто в Азии бытует такое мнение, что здесь общепит, он не такой прям вот чистый, гигиеничный, но это не про суши-ро. Потому что тут, если обратите внимание, видно, как все одеты. У всех форма, шапочки, маска, перчатки. И они еще работают в холодном помещении, потому что они работают со свежей рыбой, и там реально холодильник. И получается, они имеют доступ только вот к этому маленькому окошечку, чтобы поставить твою тарелочку на конвейерную ленту. И это однозначно лайк. То есть тут вся система выстроена настолько четко, тебя встречают, провожают за столик, быстро тебе готовят еду, если ты заказал что-то из планшета. И также быстро потом официант приводит в порядок обеденный стол. Кстати, тут стол не просто протирают официанты, они протирают каждую бутылочку, каждую баночку, краник с чаем, то есть все. И вы знаете, интересный момент, на который тоже стоит обратить внимание. Официанты это делают как бы не из-под палки, не с грустными, недовольными лицами. Они протирают стол очень бодро, живо, и они при этом улыбаются. Они тоже вот в таком азарте, они заряжены. И я скажу, на это очень приятно посмотреть. Вот такой сегодня у меня получился обзор. Поэтому что я могу сказать? Если вы будете в Бангкоке, обязательно зайдите в этот ресторан. Я уверена, он не оставит равнодушным никого. Ну а с вами была я, Алиса. До скорых встреч. Буду писать для вас новые ролики. Пока!